Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, а это наша любимая рубрика комментирования игры подписчика. И начинается она с того, что у него двухзвездочная фигура какая-то. Эх, я на самом деле думал, что это будет гоблин-убийца. Вот что-то у меня, знаете, там где-то глубоко внутри, ну, была надежда, что это будет гоблин-убийца. Он столько денег со старта получил, что мама, не горюй. Забыл сказать, что это подписчик с псевдонимом Топ-Не, но я думаю, вы все прекрасно так и увидели. Он пока что единственный, кто добротно накидывает качественного и годного контента мне. Поэтому, ребят, кто хочет тоже, чтобы я прокомментировал его каточку и все такое, то в закрепленном сообщении в комментариях будет ссылочка на переход к записи моего телеграм-канала, где там я описываю, что нужно для этого сделать. На самом деле, условия простые. Вам нужно... Первое. Ну, кстати, я бы на его месте хпшку не искал. Я бы искал либо какой-то дамажный предмет. Вот, слышишь? А ты не один такой здесь везунчик, судя по всему. Там уже еще у кого-то Сларк, видишь, 2 звезды. Неплохо, неплохо. 2 Сларка со старта, что у него, что у того чувака пришел, прикиньте. Совпадение? Не думаю. В общем, я бы на его месте не брал бы хпшку, но в принципе это не ошибка, хпшка тоже хороша. Плюс 300 хп добавляет Сларку. Сларк, если что, у него 900 хп на двухзвездочной фигуре. Много? О, да, очень много. Но я бы искал, знаете, такой минус броню, скорость атаки, криты бы брал. Кстати, криты тоже неплохая тема на Сларке за его скорость атаки. Ага, скипает. О, минус броня берешь? Берет, хорош. Почему именно эти предметы? Потому что он играет через Сларка сейчас, и старт он довольно-таки неплохой, и он неплохо так будет дамажить на этом Сларке. Он ему сделает игру, он ему сделает старт. Хотя на самом деле, посмотрим. Я в Сларка не особо сейчас верю, Сларк довольно-таки слабый персонаж, хоть он и в 2 звезды. Ну, посмотрим. Посмотрим, как получится. Мне кажется, эти охотники его развалят. Хотя, если будет у него сейчас, наверное, Чё-то пахнет изичной каточкой, да? Что-то пахнет изичной каточкой пока что. Ну, посмотрим, не будем загадывать наперед, потому что я сейчас еще накаркаю. Сразу говорю, ребят, вы вот присылаете каточку, да, вот в данном случае Топ-Не мне прислал каточку, я его так вот начинаю со старта комментировать, так и продолжаю до конца комментировать ее, продолживаю. Блин, оговорочки. Оговорочки пошли нереальные. Хоть я не играю в катки, но почему-то такие тупые оговорки, боже, это такой вред. В общем, я не смотрю каточку ни начало, ни конец. Я не знаю, что будет в этой катке, поэтому я тупо комментирую ее и отталкиваюсь лишь от названия. Кстати, название каточки «Красивый развал кабин». Вот и давайте оценим, насколько это будет красивый развал кабин. Поэтому, ребят, в комментариях тоже оцените и скажете, соответствует ли название к такому легкому развалу кабин. У него на самом деле пока что все отлично, все шикарно, ему все хорошо пришло. Да, его могут сейчас вынести. И было бы круто, если бы ему, конечно, сейчас Тинкер пришел, чтобы у него были халявные роллы. Было бы еще круче, если бы ему баф в виде людей пришел. Тоже было бы шикарно. Вот этот Мьюзика, у него довольно-таки сейчас сильный баф. Он сейчас максимально может быстро выйти в уровень. Ему довольно-таки рано пришли люди. Там будет наваливать, будь здоров. Кстати, предмет ему пришел, который... А что такое? Что с качеством не так? А, FPS проверяешь. Ладно, ладно. На самом деле нормально все было, как по мне. Может, я что-то не так понял. Ну ладно. Ну ладно. У него здесь охотники будут 100% кто-то. Кто-то будет играть на охотниках. И один человек будет играть на магах. И вот это вот играть будет на мага, это этот Мьюзика. У него пока все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, давайте не сглазим его. Что мы дальше делаем? Баф гоблинов пока что. Жалко, конечно, что только баф гоблинов. И жалко то, что ему сейчас до сих пор не пришел баф... еще монетку не заинкамил. Ну, возможно, я бы оставил баф гоблинов. Все-таки, если упадет на нужную фигуру, это будет хороший танк. А если упадет на Сларка, это будет нереально плотный персонаж, который будет навалить, еще и хп-реген будет иметь. Ему сейчас хорошие предметы реально пришли. Хорошие. Возможно, стоило бы поставить 3 убийц вместо собаки. Хотя собака это такой жесткий танк. Посмотрим. Вот, я хотел сказать, что на самом деле условия просты. Вот, чтобы я прокомментировал вашу каточку, условия простые. Никаких лишних фумов. Что со мной происходит, боже, какие фумы? Я что, разговаривать разучился или что? Не понял. А ну-ка в комментах напишите, почему я так начинаю по-тупому заговариваться. Это из-за того, что я хочу очень быстро все сказать? Странная тема. Ну да ладно.
О, долгожданный чубзик пришел. Ты посмотри на него. Он какой ты. Все, баф гоблинов, баф мехов на связи. 10 монет тоже на связи. Ладно, пока он тут перестраивается, все такое. Но я призака, кстати, поставил вместо собаки. Не верю я в собаку. Не верю. Я бы лучше резака поставил. Чистый урон всегда лучше, как по мне. Плюс он массовый дамаг. А что-то собака присумонит. Да, это танк неплохой, но резак, как по мне, больше сделает, чем он двух собак еще присумонит. Если я не прав, то напишите в комментариях. Так, кстати, там 4 рыцаря. В общем, для того, чтобы я прокомментировал вашу каточку, нужно на самом деле соблюсти немного условий. Чтобы игра была чистая, без всяких лишних шумов, без всякой лишней музыки, без микрофона и без чата. То есть, чтобы меньше было информации в чате. То есть, чтобы вы не открывали чат и постоянно там переписывались. Если там будет пару сообщений, то ничего страшного. Но если будет постоянная переписка в чате, это будет просто, несмотрибельно. Если бы там чатик еще, так знаете, как в доте внизу выскакивал, такой, знаете, прозрачным фоном, и можно что-то было пописать, то это было бы еще прикольно. Ну а так, такое. Разбойник Стинг, круговое дыхание. Внешка какая-то. Прикольно, кстати, внешка у Скорпиона. Необычная. Но у него сейчас будет винстрик. Следующий раунд у него будет винстрик. Хорош. Блин, а на ком же ты будешь играть? Собаку продал, все отлично. Можно было бы, кстати, гоблина-убийца закинуть. И чтобы гоблин-убийца ему монетку смог бы вытащить. А не хочешь взять уровень и поставить 6 убийц сверху? По идее, тут самый сильный. Никто сильнее тебя нету. Точнее, никого сильнее тебя нету. Никто сильнее тебя. Жрец, кстати, собрался. Ага. Тут по-любому кто-то будет на магах играть. По-любому. Вот Музика собирается на магах играть, судя по всему. С ранним котлом и все такое, то ему легко здесь будет сыграть на магах. Очень даже легко. Души. Давай. Винтрик. Какая-то тварь на Тинкере. Вы видели? Вы видели, куда эта шляпа кастанула свои ракетки? Боже, шоп тебя так в жизни перевернуло 10 раз. Как ты свои ракетки кидаешь, падла. Да ничего себе тебе везет. Еще и цветка пришла. Так, а ну-ка поставьте сейчас ролик на паузу и напишите в комменты, на чем будет он играть. Я спалюсь же превьюшкой в любом случае. Хочу этого или нет, я все равно превьюшкой спалюсь. Хотя, может быть, надо попробовать как-то завуалированную превьюшку сделать, чтобы никто не понял, на чем он будет играть. Ну а так вот, если вот так взглянуть на его стол, на чем он будет играть со старта? Как вы думаете? Я думаю, что это будут все-таки убийцы. Вот что-то, знаете, раз ему так жестко хорошо идут убийцы, то я думаю, он будет играть на убийцах через мартретку. Что-то у меня есть такое подозрение. Если ему сейчас еще повезет по предметам, отлично, то будет вообще песня. 2700 урона. Добрый вечер. Тут легендарки, кстати, еще хорошие. Есть орк-шаман, есть тролль-пятерка, есть энигма, Зевс. Ну, тут вообще шикарный, на самом деле. У него уже 3 волшебника. Он может спокойно играть сейчас на убийцах через фуловых убийц, через волшебников. Но только если бы у него была мартретка, и он был уверен в том, что у него будут хорошие предметы. 3 волшебника в катке вижу. Ну что ж. Сейчас посмотрим, что ему за реликвия упадет. Я надеюсь, что ему реликвия упадет в Гнездо Маморы. Хотя, у него сейчас нету мартретки еще одной, но если бы ему упала еще одна мартретка и Гнездо Маморы, было бы замечательно. О, хороший предмет. Нужно ему. Коса скола, кстати, неплохо ему зайдет, потому что у него сильный стол. Он идет сейчас на винстрике. У него все отлично. Кстати, если бы он купил в прошлый раз цветку, то в этот раз бы ему цветка не упала. По закону подлости. Все как мы любим. Боже, как ему хорошо идет. Ну, что-то непонятно пока что он собирает. Но тут есть темпларка, и, судя по всему, будут эльфы. Но у него сейчас такой сильный стол, что даже не хочешь как-то, перестраиваться.
Показывает, что вот коса скола, если что, то на своем столе вы получаете, точнее на выезде вы получаете 4 опыта. Короче, вы видели. Я сейчас просто задумался, что же он все-таки хочет собрать. Как по мне, на эльфов хочет сыграть. Как по мне. Но тоже против... Играть на эльфах против... А что не активируешь? А, он еще не уверен, видите, он до конца ждет. До конца ждет. Сейчас ракетки прилетят, и надо активировать. Надо активировать. Не? Не хочешь? Ну, получил бы 2 опыта. А, ну все, это конечное для них. Все. У него сейчас идеальный билд. Он в тупую может даже керить мартретку, либо же керить антимага. Все. Тут конечное для них. Ладно, не конечное. Еще не конечное. В общем, когда вы побеждаете на вражеском столе, вы получаете 4 опыта. На своем столе вы получаете 2 опыта. Это вот коса скола. А если вы собьете чуваку винстрик, вы получаете умноженный винстрик в себе в опыт. То есть, если у него 5 винстрик, и вы его сбиваете, то вы получаете себе 10 опыта дополнительно. Плюс еще 2 опыта, либо 4 за победу на своем столе, либо же на вражеском. Крутая, на самом деле, реликвия. Если у вас особенно сильный стол, вот, допустим, как у него сейчас. У него стол просто невменяемо сильный. Из расширенного пула сразу убрал себе бесполезную змейку. Но я так понял, он хочет сыграть через фуловых эльфов. Через фуловых эльфов. Насколько это играбельно, конечно. Не знаю. Посмотрим. В самом деле здесь можно будет сделать фуловых эльфов. Плюс убийц. Немного. И сыграть через темпларку. Ну, либо же через антимага. Антимаг не имба. Никогда и не был. Кстати, я совершенно забыл. Ребята, вдруг кто не в курсе. Кстати, классная расстановка. Лайк. Муэрту наперед ставим, как танка. Во. Короче, вдруг кто не знает, то в моем телеграм-канале я уже вывесил пост об текущем обновлении. Что будет сегодня за патч, все такое. Поэтому, ребята, кто еще не в курсе, заходим, читаем, изучаем. Я очень доволен патчем. Понерфили антимага 100%. Понерфили Манки Кинга. Ладно, если что, я шучу, ничего этого не понерфили, поэтому будем дальше страдать. Хорошенько так забалансили инсектоидов. Их нерфанули довольно-таки жестко. Вот это вот реально оправдано. Но самые жесткие изменения это то, что рок войны засунули в первый тир. И сердце инсектоидов засунули во второй тир. Гениальное решение, спасибо разработчики. Не знаю, что они там такое курили, чтобы такое сделать. Но ладно. Но ладно. 4 охотника. Так. Давай, Хуенир, быстрее приходи сейчас к топ-дне и забери и отдай свой винстрик. Нам нужен опыт. Нам нужен опыт. Нам срочно необходим твой опыт. Поэтому ты сейчас приходишь быстренько, умираешь, и мы забираем твой винстрик. Понял? Ну, я думаю, он где-то к 20-му, ну, ладно, не к 20-му раунду, я думаю, что через раунда 2-3 к нему он придет, потому что, когда будет 14-й винстрик, он обязан к нему прийти. Хочет он того или нет? Ага, продал Фуриона, не будет Фуриона. Ага, ролится, понял. Хочет, что ты хочешь? Хочешь апнуть Трента себе в 3 звезды. Угу. Ну, в принципе, хорошее решение апнуть Трента в 3 звезды. Короче, обновление шикарное настолько, что прям диву даешься. Лучше бы... Ну, я не могу передать словами, насколько я в восторге от обновления. Я не знаю, кто сидит и делает эти обновления. Честно, давайте вот в комментарии вы тоже добавите, кто сидит в этих обновлениях, кто пишет эти обновления. Какая у него нереально огромная мартретка. Она сейчас так будет разваливать кабину, что будь здоров. Еще ему... Не, ему нереально мартретка идет. Хорош. Эрку вместо Марси. Ну, в принципе, да, можно было бы. Но я бы все-таки, наверное, Марси оставлял. Мне как-то Марси поувереннее будет, что ли. ВРК, конечно, классная. Она дает контроль.
Можно атаку плюс 25 взять. Импактовый предмет, кому засунуть, не знает. Леонов, хорош. Кстати, там челу винстрик сбили. А, не сбили. Я что-то подумал, что сбили. Потому что как-то пропала только что надпись о том, что у него винстрик 9. Кстати, уже 9 винстрик. Дай бог, чтобы он ему сейчас снес винстрик. Дай бог. Сносит винстрик, там тапки будут просто слетать, я не знаю, куда. Просто чел со стола выпадет. Может, вместо ВРки все-таки не будешь собирать ВРку, а? Против охотников будет тяжело. Нормально. А ну-ка. Сможет или нет? Сможет, сможет. Я верю в него. Души, тварь. Души его, души. Давай, забирай. Сколько опыта? Ой, как это вкусно. Как это вкусно. Просто такую тонну опыта сейчас засандалит себе. Все. Берет 9. На 9 поставит фулл эльфов. По-любому. Конечно, бы ему мортретку апнуть. Было бы вообще идеально. ВРК, кстати, она реально неплохая. Потому что если ВРК накинет связку, и туда в эту связку будет накидываться урон, то будет все ок. Там будет нереально много урона, потому что это минус армор, это магический урон еще сверху. Ему бы против магов немного подстраховаться в будущем. Мне кажется, музыка вытащит в магах. Есть такое, знаете, некая надежда, то, что он может все-таки вытащить в магах. Он там еще и выигрывает музыка, а у него стоят фул люди. Это может быть проблема для него. Если он подстрахуется против магов, то будет все четко. — 38 из 48, нормально. Почти 9. Можно было бы, конечно, сделать хитрее немного. Смотрите, ему там не хватало до 9 уровня. Он мог на 20 раунде посмотреть, придет ли ему реликвия гоблинов или нет. Мог бы. То есть это можно, если что, обузить. Смотрите, если вам, допустим, ну вы смотрите, что у вас скоро 20 раунд, это у вас есть награда гоблинов, у вас куча денег, допустим, 70 плюс монет, то можете подождать немного, и если что, на 20 раунде паролятся. Кстати, 3200, если что, нанес ВРК. На мгновение. 9 берет и погнал. Ой, яичко. Хорош. Это хорошо. Продаешь? Ну ладно. Не знаю, как по мне, Марс сильный персонаж. Если она идет... Она просто дорогая. Ну, 3 монетки, как и ВРК, стоят. Довольно-таки дорого. Довольно-таки дорого, реально. Но собирать ее, думаю, нормально. А ну-ка, что вы думаете? Собирать мортретку в 3 звезды нормально или нет? Как по мне, нормально. Ну, вкусно, конечно. Просто с косы взять столько опыта. Очень вкусно. Там 20 плюс опыта было за раунд. Энигма, хорошо. Будет ли он использовать энигму? Ну, по идее, ему нужны предметы 3-го тира. Шар бездны. Ну, там есть маг. Маг там есть. Мюзика играет через магов. Причем у него котел в 2 звезды. Но он будет играть через магов драконов, плюс там, скорее всего, будет вайпер. Как керри. Но с такой мортреткой, я думаю, вообще не стоит бояться никого. Мортретка там будет наваливать. Будь здоров. На самом деле, он может спокойно еще в 10 идти, что он и делает. Он на 10, если что, может найти темпларку. В темпларку все предметы закинуть и просто аннигилировать этого мага. Если эльфы ему не помогут,
то, в принципе, он может перестроиться. Вариантов, короче, развития событий у него куча. Но пока что как-то пахнет каточка тем, что он здесь всех вынесет без шансов. Судя по тому, что у него винстрик такой огненный. Там как бы еще есть... Ну, я больше всего думаю, что против него маг будет жесткий. Вот что-то у меня есть такое подозрение, что именно маг будет ему создавать проблемы, а не кто-либо другой. Ну, как-то охотники даже не создают ему сейчас проблем. Вообще не создают ему проблем. Вон, Марси 3200 урона без шмоток накидала. Я бы ее керил. Хороший персонаж. О, антимажик. Не, не хочешь? Вот дилемма, да? Взять 10-й, ждать себе темпларку. Шаманчик, пятерочка. Берешь или не берешь? Я бы взял. Не хочет, да? Зато Зев следующим роллом. Тебе игра намекает о том, что тебе нужно взять этих персонажей и перестроиться в богов. Вот это соблазн, да? Апать, не апать. Апать или не апать. Дать ему яйцо свое или не дать? Или ждать темпларку. Вот это вот дилемма. Я просто представляю, насколько его сейчас разрывает, и он думает такой: хочу и то, и это, и это, и то, и сё хочу. Чуваку там нормально по пандам пришло. Так, убийца сюда. Не, ну Мартретка, конечно. Обожаю персонажа Мартретка. Мартретка просто песня, а не человек. О! О! Хорошо, что ты сейчас не апнул себе. Хорошо, что ты не апнул через яйцо антимага. Очень даже хорошо. И, кстати, баночка на хп ему упала. Я как-то не... Даже не заметил. Но можно было бы реально ему 10-й взять. Он спокойно может взять 10-й. Если он не будет играть через Мартретку в дальнейшем, то он может спокойно выходить в 10-й. Будет ли он это делать? Вопросик. А, ну да. Ему инчу еще надо найти для того, чтобы апнуть себе Трента в 3 звезды. Ну, Трента, конечно, еще нету, но все же. Но все же. Но по идее даже маг ему сейчас проблем никаких не создаст. У него слишком огромный стол. О! Любимый инсектоид. Я надеюсь, что... А, он, наверное, сейчас и вылетит, кстати. Выкинь его из игры. Души эту тварь. Души по полной. Отдыхай, сладкий. -1. Минус 20 просто в табло, понял тебе? Вот так вот будешь играть на инсектоидах, придет какой-то топ-ней и снесет тебе минус 20. И все, и не поиграешь ты больше на своих инсектоидах, понял? Ой, как ему хорошо идет сейчас. Я вот просто смотрю, и у меня глаз радуется. Будет обидно, если он проиграет эту катку. Это будет очень обидно. Но судя по названию катки, вряд ли он это сможет сделать. Вряд ли. Так, хочет ведьмачков поставить. Ну, в принципе, тоже неплохо будет ведьмачков поставить. Правда, против кого? Маги для него сейчас не проблема, он их просто хавает на завтрак. Вместо кофе пьет. Сейчас ему маги вообще не проблема. Даже если бы они были эти проблемы, ну, маги проблематичны. Он бы антимага закирил и все, и до свидания. Так, ТБшка пришел. Все, ТБшку сразу скипаем, правильно. ТБшка это бесполезный персонаж. Зачем он нужен? Такой думает: да ну их в задницу, этих друидов. Не приходите? Ну и не надо. Я знаю, как сделать лучше. Маг-дракон. Кстати, там Хускар 3 звезды нарисовался. Из ниоткуда. Вдруг откуда ни возьмись, Хускар 3 звезд. С троллем на секундочку, из МКБ. У него сейчас как бы нет адекватных синергий. Я думаю, он вылетит. Но все же, если он сейчас придет к нему, то он может сбить ему винстрик. Может. О, сюда. Хорош. И в Мартреку. И еще маску туда. Боже, как она сейчас будет наваливать? Да бери уровень уже.
Хорош. Одна мартетка хорошо, две лучше. Одно яйцо хорошо, два еще лучше. Давай темпларку. Один ролл, одна темпларка. Не повезло. Ему Энигма, заметьте, пришла уже 4 раза. 4 раза Энигма пришла, на секундочку. Ту-ту-ту. Маг, кстати, ему может проблем даже вообще не составить. Никаких причем. У него слишком сильный стол сейчас. Он этого мага будет просто вместо кофе бить. Отвечаю. Каждое утро кофеечек бахнул и мага снес. Вот так вот это происходить будет. В текущей-то катке. Я так понял, он в убийц хочет перейти. Пока что он собирает. Он, наверное, хочет поставить 6 убийц и 4 ведьмака. О, 9 охотников. Фух. 9 охотников это тоже проблема. Но там есть воин, поэтому я думаю, 9 охотников об воина убьется. А если не убьется об воинов, то придет топ-не и вынесет воина. А потом вынесет того. Что тоже неплохо, кстати. На самом деле, пока не могу понять, что он хочет такое собрать. Вроде как хочет сыграть через темпларку. Чел тупо на 4 хп живет. На 4, мать его, хп. Да он может уже выставить ведьмаков, по сути. А, не может. Не хватает одного ведьмака, точно. Я что-то подумал, что у него есть еще один ведьмак. Ну. У него есть 6 эльфов. Для него сейчас опасен это воин и маг. Вот воин и маг для него самая огромная опасность. Все остальные не такие уж и опасные для него. Всех остальных он сносить... Ты так не пугай, а? А то там чел пришел тоже на мартретке такой заряженный, с Мьёльниром. О, тролль. Кого мы тут видим? Мы видим тролля. Но троллей мы собирать не хотим, правильно? Понял. О, скорпиончик. Так, распродаем лишние фигурки, хорошо. Так, ну, демонов можно было и оставить. Все-таки надбавка к урону, как-никак. Мне только что на мгновение показалось, что он сейчас продаст ее. Так, ну воина он должен вынести. Должен. У него сильная мартретка. Да, на 2 звезд, но как только он ее в 3 звезды собирает, то все, там финита ля комедия челам. Но я бы на его месте все-таки эльфийку продавал бы и ставил бы еще одного демона. Все-таки, ну, извините меня, это плюс 40% надбавки к чистому урону. Все, минус воин. Или не минус. Ой-ой-ой, какая ж ты мразь на воинах. Опа! Все, покеда. Только надо 2 маски скипнуть. Маг есть? Но маг еще есть. Маг еще живой. Поэтому скипать... Рапира. Но у тебя нет сейф-предметов. Если бы у тебя были сейф-предметы, то ты мог бы спокойно брать рапиру и сносить всем табло. Спокойно. Сейчас он должен и так спокойно всех выносить. Без шансов причем. Только я бы все-таки на его месте эльфийскую волшебницу продал. Рыжий лис. Тоже неплохо. Типа и так... О, там тоже чел собрал темпларочку на минуточку. Интересно. Интересно. Тоже темпларка есть. Но у меня есть антимаг, да? Антимаг так прикалывает темпларку просто. Давай, взрывай ее. Взрывай, говорю. Хорош.
Два рыжих лиса пришло. По идее, рыжий лис неплохо зайдет. Неплохо. Но я бы его не керил вообще. Рыжий лис это такая падла, он может так поднасрать в игре, что просто диву даешься. Сколько раз я играл через этого рыжего лиса, бывали такие моменты, где он мне катку руинил. Полностью руинил катку. По идее, он должен всех сносить сейчас. По идее. Вот только он выносит мага, он будет уверен на 200%, что он сможет вынести здесь абсолютно всех. Но хочешь подстраховаться и поставить немножко защиты от магов. Окей. Сларка найдет, поставит вместо того же Никса, либо же вместо Вайпера. Я бы вместо Вайпера оставил. Темпларка у нее сейчас должна разваливать, будь здоров. Хороший предмет у темпларки. Еще и клинок коррозии упал. Правда, он ему не нужен. Мамора. Берем. Не берем. Ну ладно. Ну ладно, не берем так не берем. Че ж поделать. Ему так легендарки в этой катке. Прут и прут. Прут и прут эти легендарки, прикиньте. Так, за 0 монет покупаем один раз, второй раз. Ему бы мартредочку, конечно. У него все хорошо. У меня сейчас все хорошо. Абсолютно. Проблема это вот этот вот чел, который тоже собрал себе темпларку. О, МКБ чел нашел. Это неприятно. Но по идее... А, он ищет мантию, этот чел, прикиньте. Он тут, кстати, заряженный маг. Вот это уже не шутки. Маг заряжен, но без стаков. Это хорошо. Чел поставил 6 воинов. Ты... Интересно. А зачем? Его же сейчас просто на любой может спокойно вынести. Если бы этот чел, конечно, не был с такими предметами... Ну, короче, если бы сейчас этот охотник нашел бы себе мантию, закирил бы себе темпларку, он его бы вынес уже давным-давно. А так он еще создает проблемы. Так еще тут чел побрыкается немного. Темпларка идет хорошо. Будет круто, если он темпларку сейчас еще найдет. 2 яйца. Начала там на воинов. 5 винстрик на секундочку. 5. Так, ну магов он сносит. Он убрал магов пока что. В моменте его там пролагнуло. А что, мартретка будет? Спектра, хорошо. Вместо ТБшки, прекрасно. Еще одна спектра. Одна хороша, 2 лучше. О! 3 спектры. Нормально, нормально. Одобрено. Так, ну это вон все. Ну, воин пока. Воин, ты молодец. Спасибо тебе. Ну вы видели импакт рыжего лиса? Воин он вынес. Все, воин там сам дурак. Он, ну, сам молодец этот воин. Ну, красава. 10 из 10. Сделал, короче. Ладно. Короче, видели импакт такой рыжего лиса? То, что я говорил. Рыжий лис прокатится на месте. Вот то, что я говорил. И он только что и это сделал. Рыжий лис прокатился на месте. Во. Осталось 2 типа. Маг откисает. Хотя Разор у него в 2 звезды. Ой, Разор. Зевс. Сейчас надо... Будет прикольно, если чел в действительности найдет мантию. Но я не думаю, что мантия в темпларку это будет сильно. Как по мне, мантия в темпларку это будет ужасно. Я бы мантию в темпларку не делал. Не знаю, не верю в нее. Кстати, на минуточку у него, если что, 4 нежити стоит. Минус 20% себе хп дает. Надо убрать Никса. Уберет Никса, будет все хорошо. Надо заменить этого Никса. Не, он его вынес-то, но это... У него Зевс сильный. Зевс ему сейчас ничего не сделает, но все равно Зевс сильный, прикиньте. Ваншотнул весь его стол. Неприятно. Будет круто, если он успеет темпларку еще собрать 3 звезды.
Вот это у него баталия. Темпларка не может пробить кольцо. Надежда будет забавная, что придет к нему маг и ваншотнет эту темпларку. Надо дум найти. Надо найти дум и закрыть эту падлу. Че, 2 энигмы, 2 варлока. Да, надо найти дума. Находим дума, затыкаем эту темпларку и все. Хотя дум может не дожить. А так как дум кидает свой дум как угодно, вот это вот не очень прикольно будет. Рыжего лиса нет смысла кереть. Ну, рыжий лис это руина полная. Хотя на самом деле 1 на 1 с темпларкой они еще могут пободаться. Если упадет, кстати, ему камень Кира, то можно будет камень Кира еще засунуть в темпларку, собрать себе 9 убийц и сделать ветер. Сильный ветер. Да, реально можно будет прикольно так замутить. Реально интересно выглядит. 9 убийц плюс синергия Киры. Это полный развал кабины. Ой, антимаг там, конечно, красиво только что присасывался к темпларке. Надо МКБ ему, кстати, найти. С МКБ он 100% будет по ней попадать и будет ее выносить. Так, маг вылетел, покеда. Чебынец чела, хорош. Ай-яй-яй. Дум сжег только что мартретку. Неприятно. Но ему в идеале тоже бы дума найти. Или темпларку в 3 звезды. Тоже неплохо. И МКБ тоже неплохое будет для него. Я аж немножко переживаю. Я думаю, что он не вытащит. О, я думаю, что есть шанс, что он не вытащит. Есть шанс. Призрачный, но шанс есть. Ага, чел перестраивается. Что делать? 4 чернокнижника, 4 морских. Зачем? Зачем 4 морских? Вопрос. Кто знает? Мне непонятно, почему он делает 4 морских. Ну ладно. Чисто из-за того, что контроль? Ну, в принципе, да, но в принципе нет. Клинок тени. Если у него МКБ не будет, то можешь клинок тени бахнуть. Но только если МКБ не будет. А у него МКБ есть. Нет смысла. Нет смысла от клинка тени. Вообще нет смысла. У него есть МКБ. Ну, в принципе, ладно. Ну, наверное, все-таки стоит МКБ найти. Ну, нет, так нет. Криты, в принципе, неплохо. Так, кстати, аганимчик неплохо будет смотреться на темпларку, но я бы взял криты. Ему жестко не хватает урона из-за того, что там чел с кольцом 4-го тира. Если бы у него не было кольца 4-го тира, то можно было бы еще как бы подумать. Брал баф нежити. Хорошо. Еще одна темпларка. Замечательно. Хорош. Ладно, я бы оставил все-таки. Ну, мало ли пришел бы сейчас рыжий лис. Мало ли. Ух, как он... О, ты, ну, нормально. Красивая катка. Добротная. Чел на 2-м месте непонятно, что собирал. У меня была надежда, что топ-3 займет топ-2 хотя бы. Но он реально непонятно, что там собирал. Вообще непонятно, что там собирал. Да, да. Такой потенциал. Если собирал уже себе охотников, то попробовал бы все-таки искать мантию. Но он решил поставить духов. А духи ему не помогли, его просто стерли в порошок. Реально хорошая добротная катка, тупо не сняли ни одного хп, по сути. Даже можно так ролики назвать. Не сняли ни одного хп. Прикольно звучит. Мне нравится. Я так и назову этот ролик. Катка годная. Серьезно годная. Полный развал кабины. Мне была надежда все-таки, что топ-3 займет топ-2. Потому что, ну, у него все неплохо шло. Но топ-2 реально какую-то дичь собирал. Он собирал охотников, собирал морских, кирил темпларку. Он хотел найти мантию, закирить темпларку, но в конечном итоге перестроился в какой-то такой билд.
А ну-ка, давайте напишите в комментариях, в какой билд он мог перестроиться. Вот это второе место. Я бы на месте второго места поставил бы себе фулл убийц. Это как вариант. Дальше ваши варианты подкидываем в комментарии. В общем, что я хочу сказать. Катка добротная, классная, приятная. Мне все понравилось. Единственное, что в некоторых моментах я бы сыграл по-другому. Ему упал камень Киры, он мог попробовать себе поставить 9 убийц, потому что он остался с этим типом 1 на 1. Да? Ну, на самом деле и так хорошо сделал. Но мог сделать себе 9 убийц. Ну там же Дум еще был. Дум — это неприятная фигура. Короче, можно было бы реализовать камень Киры. Можно было бы. Ставишь 9 убийц, ставишь одну Киру и хаваешь все в темпларку. У темпларки куча урона, просто дает ваншот и все сносятся, как бы. Потому что первая тычка — это 100% крит, и мог бы подставить под темпларку и просто бы ее ваншотнул. Ну, это как вариант, как по мне. Но там у него был Дум у второго места. И этот Дум мог накинуться на темпларку, потому что она все-таки одна, и там по-любому нужны какие-то были бы сейф-предметы. Ну, что еще можно было поставить? Да, в принципе, ничего на самом деле. Все, в принципе, круто и так получилось. Можно было бы реально поставить 9 убийц вместо ведьмаков, потому что ведьмаки здесь, по сути, были, ну, так себе. Да, он игнорировал. Не, всегда приятно чистый урон иметь. Всегда. Я вот все время говорю, что даже если нету никакой брони у противников, то чистый урон всегда приятно. Вы там, ну, у вас всегда прилетает огромная тычка, ну, с чистого урона. Поэтому чистый урон — это всегда приятно. Но можно было бы поставить и 9 убийц, потому что там сразу с первой тычки крит 500%. По сути, он мог бы ваншотать весь стол противника за несколько секунд. Ну, по сути. Но все же. Катка реально добротная. Можно было бы и так, но он сделал так, и получилось вот так. Круто? Круто. Прикольная катка? Вот такая катка. Мне все понравилось. Но что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк. А еще, ребят, дайте мне фидбэк насчет комментированной каточки подписчика. Насколько вам заходит эта рубрика и все такое. Все, ребят, жду от вас фидбэк на эту тему. Жду. И жду ваши лайки с комментариями. Просто так. Просто в поддержку автора. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, потому что совершенно немного осталось до 2000 подписчиков. А также, кто не подписан на мой Telegram канал, тоже подписывайтесь. В описании под видео есть ссылочка на мой Telegram канал, а также в закрепленном сообщении в комментариях тоже есть ссылочка на мой Telegram канал. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!